Привет, друзья! Прошедший год был богат на события и перемены, многие из которых оставили свой след на нашей жизни. Некоторые из них были радостными и вдохновляющими, другие сложными и трудными. В этом видео мы хотим вспомнить самые интересные события и рассказать о том, как они повлияли на всех нас. Пандемия коронавируса официально закончилась. О пандемии коронавируса к началу 2023 года многие успели забыть, но она все же имела место быть. Режим глобальной чрезвычайной ситуации сохранялся. Только 5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения сообщила о снятии статуса ЧС для коронавируса. Но это еще не значит, что вирус исчез и перестал быть опасным для здоровья и жизни людей. Пандемия длилась 3 года и почти 2 месяца. Новый король Великобритании. Принц Уэльский Чарльз после смерти Елизаветы II по закону стал новым королем Великобритании. Он был в очереди на престол 7 десятилетий. Это самое долгое ожидание в истории британской монархии. 6 мая 2023 года в Лондоне состоялась коронация британского короля Карла III. Забастовки гильдии сценаристов и актеров. В мае 2023 началась масштабная забастовка профсоюза сценаристов, а затем и голливудских актеров против альянса продюсеров. Причиной стало разногласие по условиям коллективного договора, в первую очередь о суммах оплаты труда. Забастовка гильдии сценаристов закончилась 26 сентября, спустя 148 дней и стала второй по продолжительности в истории профсоюза. А забастовка актеров продолжалась 118 дней, до 8 октября. Сторонам наконец удалось достичь компромисса. Главный фильм года. Привет, Барби. Фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг заработала в мировом прокате 1 миллиард 400 миллионов долларов и стала самой кассовой лентой года. «Барби» стал лидером по выручке за первый понедельник проката в США. Рекорд держался 15 лет. Фильм Гервиг обошел боевик «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана. Твиттер превратился в X. Илон Маск приобрел Твиттер еще в апреле 2022 года. С тех пор миллиардер постепенно вводил все новые и новые изменения в стремлении сделать соцсеть микроблогов еще лучше. Финальной точкой стало прощание с синей птичкой, символизирующей Твиттер с самого 2006 года. Вместо этого социальная сеть стала называться X, а ее логотипом стала лаконичная белая буква X на черном фоне. Среди других нововведений Маска платная подписка для получения галочки верификации, появление алгоритмической ленты рекомендаций и новостей. Индия стала страной с самым большим населением в мире. В уходящем году Индия стала страной с самым большим населением в мире, обогнав Китай. Численность составляет 1 миллиард 400 миллионов человек. Согласно демографическим прогнозам, население Индии продолжит расти, а население Китая сокращаться. Полеты на Луну. США, Индия, Россия и Китай. Сразу несколько крупнейших государств мира заявили о своих амбициозных космических программах. Так, в 2023 году стартовала первая миссия современной России по изучению спутника Земли. Роскосмос запустил аппарат Луна-25, который потерпел крушение, однако ведомство не собирается останавливаться на этой попытке. А 23 августа 2023 Индия стала 4-й страной в мире, которой удалось успешно посадить космический аппарат на поверхность Луны после СССР, США и Китая. Изобретены лекарства от болезней Альцгеймера и Бехтерева. В 2023 году российские ученые создали лекарственный препарат, способный бороться с болезнью Альцгеймера. Научная группа из Санкт-Петербурга уже успешно протестировала лекарство на лабораторных мышах. Было зафиксировано, что у животных улучшается память, а контакты между клетками головного мозга перестают разрушаться. При этом побочных эффектов от действия лекарственного препарата не обнаружили. Также в октябре 2023 ученые из России разработали препарат для лечения болезни Бехтерева. Результаты были опубликованы в научном журнале Nature Medicine. Важно отметить, что подобная разработка открывает дорогу созданию целого класса препаратов для лечения аутоиммунных патологий, включая сахарный диабет первого типа.
28 стран мира признали катастрофическую угрозу искусственного интеллекта. В Великобритании прошел первый международный саммит по вопросу безопасности искусственного интеллекта. Страны, включая Великобританию, Соединенные Штаты и Китай, согласились о необходимости международного сотрудничества. В обсуждении принимали участие как политические лидеры, так и лидеры технологических компаний. 28 стран опубликовали так называемую декларацию Блэчли, направленную на активизацию глобальных усилий по контролю над искусственным интеллектом. Слово 2023 года по версии Оксфордского словаря. Оксфордский словарь английского языка назвал слово «риз» словом 2023 года. Победитель года был выбран путем народного голосования и обошел несколько других любопытных конкурентов. Риз – разговорное существительное, означающее стиль, обаяние или привлекательность. По сути, это сокращенная форма слова «харизма», взятая из средней его части. 2023 год был интересным, сложным и неоднозначным. К сожалению, были и экономический кризис, и геополитические конфликты, и серьезные стихийные бедствия, но человечество достигло многого, что продвинуло его развитие далеко вперед. Активно развивались нейросети, государства мира сделали упор на космические программы. Ученые достигли потрясающих успехов в создании лекарств от прежде неизлечимых болезней, и все эти достижения – только начало. Мы уверены, что наступивший 2024 год будет полон еще более радостных и значимых событий. С Новым годом!